Здравствуйте, мои дорогие. Чашечку смотрим сегодня. О чем хочет нам сказать чашечка? Здесь вижу перья, сейчас переплывание, то есть движение по воде. Движение по воде в какой-то лодке к любви. Ну что ж, вот такой знак. Я думаю, понятные, да, образы. Так, ближе к любви. Тут действительно лодка идет к какому-то любимому человеку. Могут говорить, знаете, еще что? Не то, что вы там собрались и едете за границу к любимому, а он, дай бог, ждет, да. Вот. Ну, это очень было бы хорошо, чтобы он все организовал и ждал. Вот. Тут говорят другое. То, что ваша дорога вас ведет, ваш кораблик вас ведет к вашему любимому человеку. Это, так, секунду, это о доле, да, о судьбе. Вся в кофе. Ага, вот оно что. Именно о судьбе. Так, ботиночек. Такой красивый зимний ботиночек. И еще один ботиночек. И вот петух говорит о том, что будет какая-то ранняя новость о собраться и пойти, да, либо ну тут как-то далекая какая-то дорога, причем такой зимний ботинок на каблуке. Простите. То есть вы во все оружие, во все наряжены, в общем, куда-то едете. Так. И скажете об этом, то есть известите об этом утром, либо вам скажут, и вы поедете. Так. Так, показана какая-то большая птица-женщина. Она сидит, крылья сложены, и ручки еще есть. Вот в ручках держит еще две птички. Они у этих... Это как ангел какой-то, да, женщина. А вот на ее ладошках пляшут две птички, пара. Он и она. Она как плекая, вот как о отношениях, например, своих детей. Либо своей там дочери, либо сына с кем-то. Или же здесь может женщина, которой, может, нет вообще, да, уже, и она защищает чью-то любовь. Да, здесь о любви много говорят. Есть еще одна чаша. То есть тут для вас, тот, кто смотрит, либо та, кто смотрит, вам говорят, что близится время отношений. Если было что-то не очень хорошо, если отношения есть, да, то и было что-то не очень понятно, не очень хорошо, то здесь будет выравниваться или будут другие красивые отношения, где вы будете чувствовать себя прекрасно. Очень много кубков идет. Кубки, четверки, стабильные отношения. Виктория. Вот такие знаки идут. Руна дороги и путешествий. Так, дальше. Тут такая ведьмочка большой, вот этот, как этот, шляпа ведьмацкая. И маленькая ведьмочка, только ноги и шляпа получается. И очень уверенным шагом идет в какое-то начало. Она как буква А идет. Это какая-то начинающая, может быть, ведьмочка. Ну что ж, я поздравляю таких в хорошем смысле, потому что человек настолько увлечен своим делом, светлым делом, научиться чему-то. Только приветствую. Так, серьги кому-то в подарок идут. Девушка думает о доме. Она как вышивает что-то, вышивает дом. Кстати, ритуал, если... Тут подсказка, например, может быть, что чтобы появился жилье, его нужно вышить. Возьмите, вышейте. Так, опять буквочка А, прекрасное начало. И ножки. То есть много людей, которые в это начало идут.
вы, возможно, и ваш коллектив, либо вы с коллективом, но тут вот как-то большой коллектив идет. Я сейчас посчитаю пар ног. Раз пара, два, 3 пары так точно ног. Еще, ну, кажется, что много людей. Вас впереди ждет победа. Руна победы. Знаки, руны и цифры. Так, а это у нас такой зверек с павлиним хвостом. Какой-то... Ну, это говорит о том, что, во-первых, зверек похож на хищника одновременно и на травоядного одновременно, плюс еще хвост павлиний. И тут говорят, что человек, вы, и вот руна, да, идет. Вы в путешествие какое-то собрались, и вы очень продуманная, красивая и какая-то, знаете, с определенной целью, но не совсем хищная, да, то есть вы не собираетесь охотиться, вы просто продуманы. В общем, какой-то продуманный путь у вас. Тоже говорят, что все стабильно и на 5 идет, что очень хорошо. Так, кому еще что-то нужно услышать здесь? Покажите нам. Опять крыша дома и большой дымар. Вот как это там, где дым идет. Это было на русском. Ну, это значит, что дом жилой, и оттуда идет дым. Возможно, тоже говорят о жилье. Например, если вы беспокоились, где будете там, то есть тут удачный съем, удачная покупка, если нужно. Можете загадывать прямо сейчас желание об этом. Так, что здесь еще? А здесь еще много-много вот различных поездок, переходов, пересечения реки, а может даже и больше. Так, собачка. А ну-ка рассмотрим ее. Так, мне идет собачка, что-то украла. Вот, это может быть, вы думали, что это хороший человек, друг, а вот оно украло. Или ваш песик что-то стащил со стола. Может быть и так. Ну и тут вроде как такой знак солидный, то есть навряд ли это будет что-то незначительное, а тут что-то значительное, да, то есть тут, скорее всего, о человеке, который не оправдал доверия. Еще один собачка. Так, держит палочку. Так, смотрите, тут если кто-то тренирует собаку, держит палочку, на палочке буквочка У. Удача, успех. Это тоже как и Виктория, победа. Что-то получится у вашего собачки. Так, выжать все из этой чашечки, посмотреть на все. Сердце прямо по центру внизу чашечки. Вот только заметила. Пробитая стрелой и дьяволенок. Ну так, кто-то страдает по вам. Если вы не страдаете ни по ком, да, то по вам есть человек, который страдает. Он посылает вам сердечки. Сердечки. У него пробитые сердечки. Стрелой. Мы посмотрим сегодня, кто там. Так, много труда еще и так идет, много работы. Стрелу, которую выпускает человек вперед, она вот-вот сорвется как рука отпустит тетиву, и стрела полетит. Кто-то цель свою хочет как можно точнее попасть в цель. Ну что ж, у вас для этого все есть, вам вроде как ничего не мешает, но впереди дорога.
Опять чобиток такой, и вы как зимний такой тоже, с смехом. Вот. Очень много дорог, очень много. Ключик, который вы повесите еще рядышком с другими ключиками. Тут как связка ключей. Цифра 3. Мужчина, который рассказывает женщине о тройке, от цифры 3. Боженьки, не дай бог о треугольнике. Что-то ей там такое втирает. И Купидон. Купидон стреляет ему в сердце. Тоже Купидон, стрела, стреляет в сердце. Тут влюбится в вас какой-то женатый, что ли? Почему на тройке? Что такое тройка? Я не вижу просто энергии там темные, светлые. Что это он там втирает? Мужчина в вас влюбляется, но что там за 3? Кто-то есть третий. Вот как-то так. Много... Ну тут видите как, он вас любит. Какой-то мужчина. Не показывает тройку. Показывают какое-то странное все-таки отношение, нелегкие. Вот, то есть есть что-то, но это не женщина. Что-то третье, что-то мешающий какой-то фактор. Да, есть что-то. А что это? Что это? Работа. Мужчина занят работой. Вот так вот. Вот такой мешающий фактор. Хотя я не думаю, что женщины прям так у нас беспокоятся о том, что мужчина слишком работает много. Ну вот, слава богу, что работает и деньги зарабатывает. Вот так я слышу больше. Вот. Ну, смотрите, то есть тут как мешающий фактор работа. Почему-то так. Но интересно, здесь светлая все-таки энергия. И он вам что-то рассказывает о будущем и влюбляется. Все, Купидон попадает ему прямо в сердце. Так, любовной тематики много. Такая насыщенная чашка получилась. Ух ты. Прячется какой-то бесенок. Прячется по стенам дома. Что за фигня? Знаете, где находится? Сейчас скажу. Внизу и у левой стены. Под полом и у левой стены. Я не поняла, о чем здесь речь. Кто это? Вот смотрите, подклад. Кто-то подкладывает вам там что-то. И как оно на вас? А вы? Видимо, положили человеку, который обладает какой-то мощной энергией. Так, смотрите, если вы не причисляете себя к этому клану, смотрите, маг, ведьма вышла, еще одна ведьма, но это именно про вас, потому что я спрашивала, кому, а не кто. А кто? О боже, кто? Посмотрите, человек-воришка. Кто? Женщина, кто? Какая-то незрелая женщина. Хитрая, с деньгами проблемы, одержимая, странно. Но она случайно не догадалась, наверное, да, что так нельзя делать, потому что она на вас указывает такие карты, как маг, верховная жрица, королева жезлов, тройка пентаклей, да, это что-то связано все-таки с магией. Если вы причисляетесь к этой сфере, это о вас, да, то есть вам говорят, что только вам, да, сейчас информация, другие сейчас буквально, подождите, пожалуйста, я закончу это.
Вам, мои дорогие, говорят, что на вас это... То есть вы, как видите, как в кругу защиты, что женщина совершенно не понимает, куда она нарывается и каким образом. Это может быть ваш дом, ваш офис, это может быть конкретно физический офис, а может быть, например, пространство ваше, и вы где-то в интернете работаете. Вот. Ну, тут... Как оно на вас сказывается? Как на вас сказывается? Вы прочувствовали это физически и выздоровели. Например, заболели и выздоровели. Либо как-то стрессанули и прошло все. Может, даже там поплакали и прошло. Стало страшно и прошло. Причем так прошло, что вообще вот вы прям целехенькая. Но почему говорят вот именно в таком интересном русле, что там попалась ведьма? Потому что палка о двух концах. Вы исполняете желание. Я не знаю, почему и каким образом оно здесь как-то работает, но вы исполните желание. А с каким умыслом было положено? Оно, видите, как перевернет значение того, что положено кому-то прям под двери. Оно сработает совершенно по-другому. Оно приведет человека к вам. Обалдеть. Человека к вам приведет. Ваша сила раскроется. Это интересно. Сюда это прям отдельный расклад на полтора часа. Вот. Ну, посмотрим. Может быть, сделаем такое. Нужно ли вам что-то делать с этим всем? Нет, вы крупнее в разы. Посмотрите, вы держите мир, а кто-то вам там в офис что-то несет. Вообще как-то вы большая слишком для того, кто делает вам гадости. Вот. Ну, так интересно. Вот я пока смотрела, да, там, в принципе, показывали здесь у нас какой-то как бесенок. А может, это все равно как подарок идет. Угу. А вышло как подарок. Например, случай. Кто-то выбрасывает, например, животное, да, страшный поступок, страшно животному. А животное очутилось возле чьего-то дома, его подобрала добрая душа, приютила, и это животное теперь как защитник, да. Ну вот что-то вот такое мне идет. Да. Ну вот как пример. Или же как-то по-другому. Но это уже другие моменты, которые можно будет смотреть и смотреть. Вы знаете, тут очень долго можно смотреть. Так, а кто любит длинные расклады, а кто короткие, мои дорогие? Так, чтобы прям, знаете, надолго. Я вот никогда не снимала по 2 часа, хотя я вижу, что и такие бывают. Так, дальше. Тут у нас идут очки какие-то. Значит, вы по-другому будете что-то видеть, но они темные. Может, дело в очках, например, там, да, какая-то там улика, очки, либо еще что-то, то что-то какое-то дело в очках. Так, и эти очки направлены на чертенка. Я не могу разгадать этого чертенка, что он тут сидит по центру буквально. На него смотрят очки. Видно вам? Вот очки. Ничего не видно. Вот очки. А вот чертенок сидит, прям на очки смотрит. Кто-то его вроде как хочет рассмотреть, а он буквально вот чертенок перед глазами. А его не видно, не видите. Не видите какого-то изъяна, может, в ком-то. Так, мои дорогие, это
Ну, вот ключи идут, ключи какие-то, знаки. Вот. Я буду заканчивать, мои хорошие. Спасибо вам за информативную такую у нас беседу. Спасибо вам за ваши лайки, за прекрасные подарки, которые вы мне дарите. Спасибо вам за вашу красивую энергетику и за финансовую поддержку. Пускай в разы больше Вселенная вам подарками дает. Всего доброго. Пока-пока.